Всем привет, вы на канале SuperKit. Все прекрасно знают, а многие еще и используют хотя бы в каком-нибудь из своих устройств карту памяти. То, что мы называем картой памяти, появилось еще в 90-х годах, и уже тогда было не просто на бумаге и в перспективе, а и использовалось на практике. Самый простой пример – это приставки типа Sony PlayStation и Panasonic 3DO. На картах памяти, которые были в пределах 1 мегабайта, хранились прохождения игр. Были и устройства, в которых, пусть и в распаянном виде, такая память использовалась в MP3-плеерах. Например, уже в 90-е был представлен первый MP3-плеер на встроенной памяти, с мизерными, по сегодняшним представлениям, 32 мегабайтами памяти. Однако, всем было очевидно, что спрос на подобные персональные устройства колоссальный. Поскольку такая память была очень дорогой, то во времена расцвета мобильной телефонии производителями телефонов использовался хитрый план. Нужно было выпустить телефон с возможностью использования такой памяти, но без нее, чтобы такой телефон не стоил заоблачных сумм. Все это еще больше закрутило развитие карт памяти как отдельного вида среди устройств. Стандарт карт памяти SD был внедрен в 1999 году. Еще чуть позже появились уменьшенные варианты такой памяти – карты mini и microSD. Последний вариант, который впервые стал известен в 2005 году, в итоге обрел максимальную популярность. Прежде всего из-за того, что стал универсальным для разных устройств, которые нуждаются в дополнительной памяти. Изначальное название типа размера было Transflash. Нормальные производители мобильной техники использовали всеобщие форматы, пока всякие Sony изобретали велосипед с их Memory Stick. Однако, несмотря на появление более-менее массового стандарта, говорить про большие объемы карт памяти не приходилось. То, что мне удалось нагуглить о самом минимальном объеме среди карт памяти microSD, это объем в 32 мегабайта. Вся линейка состояла из 32, 64 и 128 мегабайт. Именно с объемом в 128 мегабайт до сих пор сохранилась карта памяти и у меня. Она абсолютно полностью рабочая, определяется любым устройством и никогда не подводила. Скорость работы какая уже есть. Хотя я бы обязательно добавлял время полной записи такой карты памяти. Ведь здесь хоть и невысокая скорость относительно сегодняшних представлений, но ведь и объем таков, что он весь заполнится за считанные секунды. Поэтому скорость не является слишком критичной величиной. В звонилках, которые своей памятью не обладали, эта карта выполняла роль места под мелодии для звонков и СМС. В свое время я недооценил удобство устройств с флеш-памятью и очень давно, выбирая себе MP3-плеер, повелся на то, что диски емкостью 700 мегабайт можно снять, а в плеере с постоянной памятью хоть и было 512 мегабайт, что в принципе было соизмеримо с объемом одного компакт-диска, однако будет зависимость от компа для замены песен. И поскольку это было очень давно, то я не хотел такой зависимости. Да чего уж тут говорить, но даже плеер, который заряжался от USB, который был только в компе, ведь зарядок с USB-портами, как сейчас, не существовало, я даже такой зависимостью был недоволен, поэтому купил CD-плеер. О чем пожалел достаточно быстро, особенно невозможностью его носить летом, ведь его под куртку не спрячешь так просто, а когда купил первый MP3-плеер с постоянной твердотельной памятью, еще больше убедился в собственной изначальной неправоте. Прежде всего из-за размера и веса плеера. А 512 мегабайт при битрейте 128 килобит в секунду – это как раз такое же количество минут, как и мегабайт, что не так уже и мало, и песен позволяло записать в эти 512 мегабайт. Сегодняшние объемы карт памяти microSD достигают 1,5 терабайта. Просто невероятное значение, непонятно как их засунули в такой размер. При этом карту памяти на 1 терабайт по цене можно сравнить с SSD на 1 терабайт. Эволюция идет не только в контексте объема, а и по скорости. Ведь кому нужен огромный объем памяти, если записывать его нужно неделю? Это все равно, что построить бассейн и наполнять его из домашнего крана, которым заполняют ванну. Поэтому сегодня карты памяти гораздо большую разницу по цене могут иметь именно из-за скорости работы, чем из-за объема. Минимальные объемы современных карт памяти это 4 гигабайта. У меня также появилась весьма объемная карта памяти microSD, которая к выходу этого видео успела подорожать. Или, скорее всего, просто мне она досталась по акции. Продавалась вместе с адаптером на SD. Заявленные максимальные скорости чтения 100 мегабайт в секунду и записи 80 мегабайт в секунду. Эти значения, скорее всего, касаются максимального объема в линейке, а именно карты памяти 512 гигабайт.
Чего реально можно ждать от 256 гигабайт из этой серии, попутно и посмотрим сейчас в тестах. Но точно должно быть быстрее, чем скорость карты памяти в 128 мегабайт. Конечно, это не самое быстрое решение, которое сегодня существует в продаже, однако это и не откровенно китайское ноунейм UG. В конце концов, на эту карту памяти гарантия 5 лет. Чтобы потестить эту карту памяти, я решил вставить ее в свой ноут. И тут случилось ЧП. Карта застряла в разъеме. Вытащить ее никак не получалось, поэтому вскрытие ноута стало неизбежным. Все, кто хотел посмотреть, как эта модель ноута выглядит внутри, сейчас получили такую возможность. Если, конечно, смотрят это видео. Большую часть внутри корпуса занимает уже не материнская плата. Карту памяти вытащил, но пока она тут находилась, тест я все же сделал. И он меня просто шокировал. Такой низкой скорости я не ожидал. Однако мне стало сразу очевидно, что это не из-за возможности этой карты памяти, а из-за унылого картридера ноутбука. Тут я подумал, у меня же есть еще комп, где есть встроенный картридер, тот самый, купленный на eBay. В этом случае уже пришлось воспользоваться адаптером на SD. Скорость была выше, но и она не убедила меня, что это максимум карты памяти. Ни дешевый китайский адаптер на USB, ни разъем под такую память в 3G, 4G модеме ZTE также не дали возможности оценить скорость работы тестируемой карты памяти. Пришлось покупать адаптер, причем с обязательным условием USB 3.0. А те картридеры, которые во все подряд встраивают, находятся в категории «чтобы было на всякий случай». Пожалуй, тут можно выявить недовольство, ведь если судить по ценам картридеров, которые подключаются в USB 2.0 и USB 3.0, то видно, что разница между ними менее $1. Хотелось бы спросить у производителей, вот вы тратите на такой картридер средства, чтобы установить его в свое устройство. Хотя, будем откровенны, большинство людей им ни разу не воспользуются. Но вы не можете уже установить сразу нормальный картридер, который обеспечит нормальную пропускную способность. Но если экономите, то экономьте до конца, не ставьте всякое говно в принципе тогда. Можно было еще протестировать в Android приставке, обзор на которую был недавно, но я стал устанавливать туда эту память и понял, что стало попахивать историей с ноутбуком, в которой я пытался также повторно поставить карточку и понял, что она опять застрянет. Не могу сказать, кто именно виноват в этой истории, возможно, сама карта памяти немного толще обычного, и она мгновенно застряет в разъемах, но в такие глубокие разъемы без адаптера, хотя бы в SD, мне не хочется устанавливать ничего, неинтересно тратить время на то, чтобы достать потом обратно. Эти разъемы явно ненадежные, да и по скорости, по аналогии с предыдущими устройствами, я уверен, что TV-Box вряд ли покажет на сколько-нибудь примечательные значения. А вот через переходник, пожалуйста, карта памяти сюда вставляется не полностью и как результат вытащить ее отсюда труда не составит. В предыдущих случаях компьютер определял и стандарт данной карты памяти, а сейчас контроллер адаптера показывает, что это сменный накопитель. Максимум скорости через такой адаптер, в отличие от предыдущих случаев, показывает реальный максимум скорости. Скорость чтения составила 92 мегабайта в секунду, а скорость записи 58 мегабайт в секунду. Не самый плохой вариант, как для очень бюджетной карты памяти. Также я протестировал ее и в телефоне Motorola, и эти значения составили 67 мегабайт в секунду на чтение и 55 мегабайт в секунду на запись. Ну и заодно на Poco X3. На чтение скорость вышла 80 мегабайт в секунду, а запись составила 51 мегабайт в секунду. Такие скорости легко подойдут для постепенного заполнения карты, постепенного скачивания информации на нее.
Записать все 256 гигабайт за один раз можно будет за около 70-80 минут. Раз уж я вспомнил китайские UG карты памяти, то еще раз напомню, что карты памяти и USB флешки — это то, что категорически нельзя покупать на AliExpress. Во-первых, сразу же по экономии. Как по мне, то даже если таковая есть, то она на уровне погрешности. Во-вторых, даже если карта супер дешевая, а память окажется полностью рабочей и вас даже не разведут в объеме, то скорость будет нереально унылой. Когда-то AliExpress предлагал первую покупку до $5 получить бесплатно при новой регистрации. Я решил, а почему бы и нет? А что еще можно было купить на $5? Подумал и купил флешку на 64 гигабайта. Она обладает двумя разъемами, и ее можно подключить в стандартный USB, а можно в OTG microUSB смартфона. Вот она и работает, и объем в ней правильный, и даже не закольцованный, а скорость, особенно скорость записи, просто ниже плинтуса. Да и характер этой скорости странный, она не постоянна, все время значения меняются какими-то скачками. Дождаться, пока сюда что-то запишется, слишком сложно, а заполнить все 64 гигабайта не хватит никаких нервов. Такую флешку можно использовать разве что в каком-то MP3 плеере, записав один раз, а далее только чтение. Не покупайте ни флешки, ни карты памяти в Китае, это того не стоит. Единственное, на что в этой области можно обратить внимание, это все различные адаптеры, в том числе и на USB, а также на разные другие стандарты из microSD. Сам когда-то покупал такие адаптеры, когда был цифровой фотоаппарат Sony. И такие диковинные адаптеры, как правило, кроме как на AliExpress, нигде и не найти. Последнее поколение карт памяти microSD имеет поддержку до 128 терабайт. Поддержка устройств, которые работают с картами памяти, обычно имеют обратную совместимость. В новых устройствах старые карты памяти работают, а новые карты памяти в старых устройствах не работают. Данную ситуацию частично показывает мой телефон-звонилка. Хотя он как раз должен все стандарты понимать, так как модель 2023 года. Ну и ладно. Конечно, таких объемов 128 терабайт в таких накопителях пока что еще не существует. Однако, мое личное мнение, популярность дополнительной памяти будет падать. Уже сегодня я купил карту памяти в 256 гигабайт всего лишь за 500 с небольшим гривен, что означает, что 1 гигабайт стоит 2 гривни. По мере дальнейшей эволюции память будет еще дешеветь и ее начнут встраивать во многие устройства. Сегодня никого не удивить смартфоном с памятью в 256 гигабайт. С такими темпами лет через 5 повсеместно будет уже 1 терабайт. И когда будет такой объем памяти, несмотря на потребности все в большем объеме, например из-за роста места, которое будет занимать видео больше, чем сейчас разрешение, вряд ли дополнительная память будет нужна. Мне встречался интересный видеорегистратор, там уже было встроено 128 гигабайт. Также уже сегодня есть передовики среди производителей смартфонов, которые исключают возможность установки дополнительной памяти. Может быть, более бюджетные варианты еще какой-то период будут сохранять такую возможность, но потом и у них это станет просто незачем. Ведь рано или поздно цена на память позволит устанавливать гигантские объемы в каждый аппарат изначально. Возможно, цифровые фотоаппараты также станут наделяться встроенной памятью, ведь цена такой памяти будет несущественной на фоне стоимости устройства. А это значит, что даже в такие устройства, как фотоаппарат, карта памяти может быть не нужна. И я думаю, что эта идея будет иметь успех, ведь далеко не все разбираются в этих стандартах памяти, в совместимости, в том, какая минимальная скорость нужна карте памяти, чтобы работать с тем или иным устройством. А так купил фотоаппарат, а там уже 1 терабайт памяти, и ничего не нужно докупать больше. А самое главное, что сэкономить особо все равно не выйдет, ведь без встроенной памяти цена будет дешевле ровно на саму карту памяти. Также важным фактором есть то, что люди любят платить постоянно, но небольшими суммами, а не один раз всю сумму. И существование сервисов с облачным хранилищем, которые также являются конкурентом карты памяти, становится только больше. Они делают акции, заявляют гарантию надежности по сохранению информации, дают возможность не иметь физической карты, которую якобы можно потерять, да и объем, который существует у таких сервисов сегодня, вполне конкурентен с физическими устройствами памяти. Это тоже будет влиять на количество пользователей карт памяти. Очень часто развитие одного стандарта замедляет или полностью останавливает развитие, а очень часто и существование другого стандарта. Где-то год назад я выпустил видео о том, как умирает необходимость в использовании ноутбучных жестких дисков.
За этот год, видя тенденции, еще больше убедился в том, что жесткие диски, пока что только 2,5 дюймовые, почти полностью отмирают. Единственное место, где еще хоть как-то используют 2,5 дюймовый жесткий диск, это внешний винчестер. Ну и тут уже начинается конкуренция с SSD. Почему это произошло? Потому что объем твердотельного накопителя за сравнимую с жестким диском цену достиг порога общей границы условий необходимости и достаточности. Современный объем достиг необходимого, чтобы пользоваться компьютером с SSD, а не с жестким диском. А цена, которую стоит такой SSD, стала достаточно низкой, чтобы SSD стали покупать, не сооружая схемы экономии в виде использования жесткого диска как второе устройство. Ведь когда твердотельники только появлялись, их цена была слишком высокой, поэтому был найден компромисс в виде небольшого объема SSD под систему, а жесткий диск под файлопомойку. Сегодня уже можно и файлопомойку на SSD. Кто-то может сказать, что не пользовались для хранения файлов на флеш-памяти, потому что она типа ненадежна, а вот проверенный еще дедушкой жесткий диск самое надежное место, но это не так. Не пользовались большим объемом SSD либо из-за того, что такового не существовало, либо из-за того, что он слишком дорого стоил. Возможно, даже дороже компьютера или ноутбука. Кто не верит, посмотрите на сегодняшнюю электронику и убедитесь, что жесткими дисками пользуются все меньше и меньше. Сейчас и винчестеры, и твердотельные накопители заметно подорожали. За пару месяцев до подорожания в Samsung заявили, что очередной кризис чипов памяти и прочий бред. Я думаю, это вызвано искусственно, так как всем хочется срубить бабла. Но экономика и прогресс возьмут свое. Лет 15 назад именно жесткие диски, а точнее внешние жесткие диски, полностью уничтожили компакт-диски. И даже уже появившиеся Blu-ray с их 50-100 гигабайт в одном диске не смогли конкурировать с внешними винчестерами, объемы которых были сотни гигабайт, которые находились на одном устройстве, подключив которое можно было использовать весь накопленный объем информации, а не чувствовать себя диджеем, постоянно меняя компакт-диски. В свою очередь, диски в свое время также поступили с видеокассетами. Да и с аудиокассетами тоже. Кстати, у кого-нибудь сегодня есть CD или DVD-привод? Но пока что карта памяти все еще актуальна. Такие устройства, как фотоаппарат, видеокамера либо регистратор, в принципе не могут жить без внешней памяти. А кто-то по-прежнему использует такую добавку памяти и в телефонах. Кстати, именно подготовка к этому видео напомнила мне про то, что существовал и мини-SD. Я уже и забыл про это даже. Такой карты памяти у меня не было никогда, но был адаптер из микро в мини. За 15 лет объем карты памяти microSD вырос в 1000 раз. Сегодня почти каждый может вместить свою цифровую жизнь на это микроустройство. А дальше будет только больше. Так что продолжаем смотреть на развитие технологий, на их эволюцию и изменение цены. Ссылки на полезности в описании, оценивайте видео, подписывайтесь на канал, обязательно будут еще видео о разных девайсах. Если есть вопросы, можете задавать их в комментариях, постараюсь ответить на них. Всем спасибо и до новых встреч!